на нашем канале, можете подписаться, с удовольствием следить за тем, что мы делаем, но помните, что все это не финансовая рекомендация, а только наш эксперимент, где мы с дорогим инопланетным гостем делимся своим мнением по рынку, находим точки входа, отрабатываем их, зарабатываем на них, и об этом более подробно. Проводим мы это практически каждый день, кроме воскресенья. В воскресенье мы отдыхаем, проводим в онлайн-режиме, ждем ваших комментариев, может перейти все-таки на лайвстрим, но это после того, как вы это захотите, да, пока мы снимаем, делаем обзор, показываем сделки, снимаем наши эксперименты, потом я обрабатываю, делаю монтаж. Ну и что у нас на сегодняшний день? С той сделки, в которой я сижу уже практически несколько суток, да, запустил я ее, как мы уже знаем и видели, 9, то есть в понедельник, 9 июня, 269-я сделка, шортовая она у меня. И после усреднения стоимость позиции точки входа составляет 14 511, ну а рынок все дальше продолжает расти. Находимся мы сейчас немножко пошли на спад, да, но было уже пробитие сегодня тоже вот этой вот линии как бы восходящего тренда, было пробитие. Но потом цена, опять же, зашла выше этой линии, пробилась опять выше. Ну и вот сейчас находится на отметке 15,3. Вполне возможно, что какую-то часть мы можем пройти обратно, но видя про тот позитив, который присутствует сейчас на новостном фоне, и сегодняшние данные, и если завтра точно так же у нас выйдет по безработице отчет, то в целом мы можем продолжить рост. Да, и сейчас на нем четко видно, что восходящая история у нас вот такая. Здесь небольшая консолидация, у которой есть такая, может быть, слегка косая поддержка, но я бы сказал, что даже, возможно, вот эта линия для тебя будет ключевой, и, возможно, зайдя под нее, мы сможем увидеть что-то вот такое и попробовать проторговать вот этот вот имбаланс. Но это в случае, когда рынок захочет сходить немного ниже, поскольку он довольно сильно пошел вверх. И что я вижу, вот так можно провести, если смотреть на сам график, линию, которая стремится вверх, а если посмотреть на объемы, то можно провести линию, которая стремится вниз, что я, ну и не только я, да, можем назвать дивергенцией. Я не вижу сейчас, у меня не включен RSI, возможно, у тебя подключен, если там она тоже присутствует, то, в общем-то, такое предположение может отработать. Но нужно следить, и сам понимаешь, что у меня проведена здесь сверху вот эта оранжевая линия, которая сейчас будет являться сопротивлением и сдерживать цену, но ее пробой и закрепление, ну, соответственно, будет считаться продолжением движения выше. И давай посмотрим, откуда у меня эта линия. Эта линия, как традиционно, я люблю, рисую от точки, от которой цена самой нижней. И здесь вот в таком ракурсе мы тоже можем увидеть, что в целом вот эту нисходящую красную мы пробили. И у нас, скажем так, на меньшем таймфрейме вот здесь вот была смена тренда. Но мы на недельном, наверное, будем уже подтверждать этот выход вот там. Что касается, что торговал сегодня я по Мэйджику, это наш прошлый сетап, который мы на прошлом обзоре разбирали. И сегодня я торговал одну гипотезу в районе 17:30, и это была гипотеза больше шортовая, но она как бы была здесь странная. Я торговал, сейчас вот 17:30 это было здесь, и вот здесь вот это вот, сейчас перейду на 15-минутку, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вот 17:30, и здесь были признаки разворота для меня.
Я торговал вот эту свечку и ожидал, что пойдет дальше, но не досидел. Как только увидел обратные признаки, то вышел. И вот сейчас я дождался и снова зашел в шорт. Почему в шорт? Ну, потому что, как я уже говорил, изучая линк, немножко, хоть рынок и лонговый, да, но, скорее всего, что ему дадут подостыть. И перед продолжением роста, ну и была сильная вот эта вот сильная зона сопротивления, от которой мы, если я сейчас возьму чуть более старший таймфрейм, достаточно хорошо видно, что здесь у меня сопротивление, здесь у меня был прошлый максимум прошлого дня, и я на малом таймфрейме уже теперь, если перейти на час, видел, где у нас смена. Да, вот здесь сейчас попробую показать. Здесь вот мы отсюда пошли к самой верхней точке. Вот это место у меня было таким ключевым, за которым я наблюдал, и оно здесь один раз отработало, а сейчас отрабатывает второй раз. Мы не смогли его пройти вверх, а значит, у нас есть два варианта действия от сильного уровня. Либо мы его пробиваем, закрепляемся и идем выше, либо мы его не пробиваем, как в нашем случае, отталкиваемся, идем вниз. Ну, все вроде кажется просто, но принятие решений в моменте, оно не всегда просто дается. Да? Всегда волнуешься, что рынок продолжит расти и так далее. Но это эмоции, поэтому мы порой стараемся торговать по алгоритмам, да, и машинным трейдингом, да, если вам интересно, как мы это делаем, тоже пишите в комментариях, мы познакомим или даже сделаем отдельный обзор тех роботов, да, которые помогают нам зарабатывать. Ну и все-таки традиционно подойдем мы к биткоину, что происходит на нем и чего я от него ожидаю. Доминация снизилась еще вчера, я говорил, это не слишком сильное снижение, но в целом очень видно, что мы 2 дня, вернее, не мы, а доминация биткоина 2 дня снижается. И при стабильности или росте биткоина это будет положительно влиять на альткоины. И, в принципе, биткоин у нас как раз-таки растет или же находится в консолидации, и для альткоинов очень неплохие сейчас условия. Нужно только в данном случае мы видим историю, которую я прорисовывал, она частично отработала, но сейчас мы такую ситуацию наблюдаем, что висящий такой, да, или как он, нет, это не висящий, это молот, похожий на гвоздь, висящий, это если бы он наоборот был, и красная свеча за ним следует, ну, это разворотная формация с точки зрения свечного анализа, и сейчас мы оперлись на уровень поддержки, и, возможно, будет опять можно потягать мои заготовки с вариантами отработки. Либо мы пробьем и пойдем сюда, либо мы не пробьем и пойдем вот так. Волатильность начала подрастать. Значит, нас ожидают какие-то волатильные события. Там мы ушли, сняли минимум, и уже потихонечку волатильность подрастает. Эфириум сегодня очень хорошо шел, и мне казалось, что движение продолжится, но на данном моменте мы видим, что сегодняшний день выглядит в виде доджи, тоже свеча разворотной формации. Если дальше ничего за сегодня сильно не произойдет, а если особенно мы завтра здесь увидим так же, как на биткоине, красную, вот такую красную свечу, то это будет свидетельство, ну, как для меня, это будет тестом вот этого уровня, который может для нас быть ключевым и знаменовать для нас поход выше. Или же
как только что мы разбирали, ниже и нарисуем красным цветом. Завтра посмотрим, прав я или не прав. Отлично. Большое спасибо. Ждем от вас, наши уважаемые дорогие зрители, комментариев, реакций, подписок, лайков. И посмотрим на всю сложившуюся ситуацию на рынке уже завтра.